Всем привет, друзья! Вы на канале Safe A World. Сегодня я для вас расскажу историю. Приятного просмотра. Сергей был биологом-волонтером в небольшом заповеднике на юге Сибири, где несколько лет шла программа по изучению и отслеживанию редких видов диких кошек, в том числе евразийской рыси. Он приезжал туда каждую весну и осень, помогал с установкой фотоловушек, собирал данные о передвижении животных, ночевал в лес «Звездочка У», записывал звуки, делал пометки в полевых журналах не ради зарплаты, а потому что с детства мечтал хоть как-то сохранить связь между человеком и настоящей природой, той, которая не тронута туристами, а по-прежнему живет по своим диким, молчаливым законам. В тот год весна пришла резко, снег растаял за неделю, реки вышли из берегов, и половина тропинок стала непроходимой, но Сергей все равно отправился в обход восточной границы заповедника. Там, по словам егерей, в последнее время стали исчезать зайцы и глухари, и все надеялись, что это значит только одно — в лесу снова появилась рысь. Он взял с собой старый рюкзак, термос, датчики движения, небольшой бинокль и, как всегда, пленку для одной из фотоловушек, которую хотел заменить. Когда он дошел до нужной точки, в 5 километрах от кордона, он услышал странный звук, не похожий ни на треск веток, ни на обычное движение зверя. Это был сдавленный визг, как будто кто-то сражался или звал на помощь. Сергей осторожно пошел на звук, сдвигая ветки, стараясь не хрустнуть ни одной лишней сухой палкой. И вдруг, буквально в 20 метрах от него, он увидел, как огромный ворон клюет что-то у подножия дерева. Он вспугнул птицу, подбежал и увидел рысь. Это было юное, изможденное животное с грязной, взъерошенной шерстью и окровавленной спиной, видимо, после драки. Рядом валялись клочья перьев, недоеденная птица, и видно было, что рысь дерется уже не в первый раз. Она не могла подняться, но все равно зарычала, когда он приблизился, не веря, что человек может быть не врагом. Сергей не был ветеринаром, у него не было ни лекарства, ни клетки, но он вспомнил, как в таких случаях действуют в центре дикой природы. Главное не спешить и не давить. Он поставил рядом с ней миску с водой, не делая резких движений, потом отступил и просто сел на землю. Он просидел рядом 2 часа. Сначала рысь просто лежала, потом, поняв, что человек не нападает, сделала попытку отползти, но не смогла. Только к вечеру она наконец дотронулась до воды, а утром следующего дня, когда Сергей снова вернулся, она уже не рычала. Он построил ей временный укрытый навес из веток, стал приносить еду, ночевал рядом. На 3-й день она позволила ему подойти ближе. На 5-й уснула, пока он сидел рядом с открытым блокнотом, записывая свои наблюдения. Через неделю она исчезла. Просто не вернулась утром к оставленной еде, не оставила ни звука, ни следа. И все бы ничего, это обычное поведение дикого животного, и Сергей знал это. Но что-то в той рыси было не таким. Что-то в ее взгляде, в том, как она смотрела, не отворачиваясь, как будто что-то запоминала. Прошел ровно год. Осенью Сергей снова приехал в тот же заповедник и снова на восточную сторону. Он шел по знакомой тропе, вспоминая тот случай, когда, среди молодых деревьев, заметил движение. Он замер. В 100 метрах, на границе просеки, стояла рысь. Он сразу понял, что это она по рисунку на шерсти, по походке, потому как она подняла голову и не убежала. Но то, что он увидел рядом с ней, заставило его на мгновение забыть, как дышать. Рядом с ней, прижавшись к ее боку, стояли 2 маленьких рысенка, еще неловкие, но уже уверенно смотрящие по сторонам. Она не ушла сразу. Она посмотрела на него, потом села, будто показывая: «Смотри». Только потом медленно, спокойно скрылась в лесу. А он остался стоять на том же месте, не зная, как описать то, что только что произошло. Потому что это был не просто визит, а благодарность. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк. А также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.